Друзья, всем привет! Я очень доволен и как слон результату, который мы получили, пересадив цветущие орхидеи в стеклянные вот в такие вот кашпо. Но не потому, что доволен от результата от стеклянного кашпо, хотя и это тоже чисто вот эстетически, визуально, ну просто круто. Я доволен от того, во что мы пересадили с вами эти орхидеечки. Пересадили мы их в вареную кору. Сегодня я покажу, какой результат у нас очередной происходит с орхидеями. Значит, месяц назад мы с вами пересадили Клеопатру. Она уже заканчивала свое цветение. Клеопатру бабочку. Вот она. И буквально через 2 недели мы у этой орхидеи зафиксировали бурный, мощный рост начала корней. Сразу после пересадки орхидея корнями поперла. У нее есть отдельно плейлист у этой орхидеи, так и называется Клеопатра бабочка. Всю историю можно проследить, как мы ее пересаживали, в каком она состоянии была и что с ней через 2 недели произошло. Сейчас уже месяц, как она растет в этой посадке. На дне у нас здесь в один слой обычный строительный керамзит, а дальше у нас идет вареная кора. Да, вареная кора сосны перемешана немножко с мхом, с фагнумом. Вот. И результат просто потрясающий. Смотрите, раскукливаются корни, а орхидея просто прет. И даже на самом деле, кто-то может сказать, ну, весна на дворе, там еще что-то такое. Друзья, ну, много ли и часто ли орхидеи сразу же после пересадки реагируют на любую посадку, неважно там в какой грунт, сразу моментально начинают. Ну, большинство орхидей, они немножко думают. Тем более, когда там уже закончили свое цветение, да, или там еще цветут, они какое-то время думают продолжительно. Здесь, друзья, сразу через 2 недели у нас пошел результат. Мы повторили, вдохновившись вот этой вот пересадкой, этой Клеопатрушки, бабочки, мы повторили, пересадили орхидею Восточный экспресс Биглипчик ровно 2 недели назад это было. Вот он, этот красавчик. И значит, я не знаю, ему, наверное, тоже, отдельно нужно нам плейлист завести, где мы будем сажать в стеклянные кашпо, в закрытую систему, в варенку все орхидеи, чтобы отслеживать динамику. Вот 2 недели назад мы с вами пересадили эту орхидею, ссылочку на видео пересадки мы точно так же все сделали, за исключением того, что на дно я не ложил керамзит. И вот посмотрите, друзья, 2 недели спустя. Вот есть кадр в конце видео, где мы пересаживали вот эту орхидею. И вот этот вот корень, кончик, вот эта зеленая часть его, она была вот здесь, вот тут. И за 2 недели она выросла, ну, порядка на 3 сантиметра где-то, вот, на 3 сантиметра. То есть вот такая вот динамика. Здесь вот вырос новый корень, тоже где-то 2 сантиметра, да, то есть вот этого корня не было. Вот этот был, но он был вот здесь вот. То есть орхидея пошла в рост. Вот этот вот листик был такой массипулишный, да, Мить, массипулишный такой. Иди сюда, Митюша. Митька пришел, Маська под столом. Мить, ну что ты? Не хочешь, на улицу хочет, а я дверь закрыл. Ну, снимаю видео, что входную дверь закрыл. Обычно, когда я в быту, у меня дверь на улицу открыта, и у меня кот гуляет туда-сюда, когда тепло. Кот, который гуляет сам по себе. В общем, друзья, вот такие вот посадки. Очень я вдохновлен. И буквально прям в ближайшее время, прям очень в ближайшее время, мы с вами продолжим пересаживать орхидеи в подобные посадки, потому что очень мне вот это вот нравится. С точки зрения полива тоже изумительно. Значит, Мить, ну что ты шумишь? Где ты? Мить, иди сюда. Ну что, ур?
Митюш. Хочет, чтобы я пошел, дверь открыл. Но я сейчас сниму, пойду открою. Значит, вопросы. Что это за вареная кора? Меня вот, где ты ее берешь и что такое? Друзья, ну, где я ее беру, я уже не буду говорить. Почему? Потому что всегда я уже устал от претензий. Значит, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, друзья мои, я никакого отношения к магазину «Орхидейка» не имею. Тот магазин, который в Новороссийске. Я, как вот вы просите, вот вчера мы, да, видео распаковывал я, или позавчера видео распаковывал орхидеи, и мне несколько комментариев написали вопрос: где ты купил? Можно ссылочку на продавца? Где ты купил эти орхидеи? Значит, я периодически раньше рассказывал, где у кого что покупаю, но очень часто бывает так, и вот в случае с Орхидейкой магазином, когда в начале, там несколько лет назад, продавец изумительно работал, все хорошо продавал, я об этом рассказывал и сам покупал не раз орхидеи. Последняя там акция в прошлом году этого магазина была, они нам на канал прислали 3 умирающих орхидеи без корней. Вот. И вот наверное, с середины прошлого года началось огромное количество жалоб на этот магазин, на то, что магазин берет деньги и не высылает орхидеи, принимает деньги. В общем, грубо говоря, вот простыми человеческими словами, просто кидает покупателей на деньги. У нас такая была история, по-моему, с пассифлорой, да, люди заказывали орхидеи и ждали потом годами. Так и здесь. Вот. То есть заказывают и все. И продавец игнорирует, заносит в черный список покупателей, и все. И потом некоторые покупатели идут ко мне и начинают задавать вопросы. Георгий, ты же вот рассказывал про этого продавца, ты же хвалил его, а теперь вот что нам как делать? Не можешь ли ты посодействовать, чтобы нам вернули деньги? Нет, друзья. Значит, вы спрашиваете, где я покупаю. Я не несу ответственности за этих продавцов. Я покупаю, да, мне продали нормально, все, я поделился. Продавец начинает потом этим пользоваться, где-то кого-то кидать, обманывать и так далее и тому подобное. Находится за 1000 километров от меня. Точно так же со мной не общается. Я еще по первой писал, рассказывал, значит, просил выяснить ситуацию, и все. Значит, 1, 2, 3, 4 раза. После этого продавец, так же, как и с вами, перестал контактировать со мной, перестал отвечать на мои вопросы, перестал выходить на связь, и все, друзья. С августа прошлого года я никак не контактирую и не имею такой возможности с этим продавцом магазина «Орхидейка». Да, продавец испортился, я не знаю, что за причины, но очень много фактов, поэтому я предостерегаю, друзья, о том, что да, не надо покупать в этом магазине, чтобы не быть обманутым. Вот так. Теперь по поводу коры, да, еще момент. Спрашивали, значит, где у кого покупаю. Друзья, на самом деле, хочу сказать, что и тоже претензию мне прислали в том плане, что вот рекламировал продавца, кора по 100 рублей, а продавец поднял цену. Вот вы и нахвалили, нарекламировали, и вот продавец поднял цену в 2,5 раза за вареную кору. Вот что делает ваша реклама на канале. Друзья, ну я не рекламировал это раз, я просто поделился, где у кого купил по низкой цене, и пока я сказал, что такая цена только вот, ну, вот сейчас действует, на тот момент, когда я рассказывал об этом продавце. Сейчас я о нем рассказывать не буду, потому что цена большая, кора дорогая, и такую кору, друзья, вы можете сами приготовить без проблем. Значит, я тоже расстроен, что продавец так цену задрал. Ну, вот, конечно, да. Ладно, в общем, друзья мои, по поводу этой коры вареной. В любом магазине, у любого продавца, который продает более-менее вот такую вот объемную кору, таких продавцов очень много ВКонтакте, вы можете найти вот такие вот кусочки.
У меня на канале есть видео, как я варю. Наверное, в 2018 году это видео выходило. Если я не забуду, я ссылку в верхнем правом углу оставлю. Вам нужна только терпение и какая-нибудь емкость, которую не жалко. Почему не жалко? Потому что когда будете варить кору, у нее будет вывариваться смолы. И эти смолы будут осаживаться по периметру вверху, как осадок, знаете, по кайме, где вода, в общем, в емкости находится, испаряться, и она будет такой, вот эта смола, будет осаживать. Потом отмыть ее не так легко. Поэтому емкость берите ту, которую не жалко, и которую потом в будущем тоже будете варить кору. То есть просто насыпаете в емкость вот такую вот кору, сверху кладете какой-нибудь утяжелитель, либо металлический блин, а лучше всего просто кусок керамического кирпича, который придавит эту кору, который всплывать не будет. Все, и варите час. Вот час варки вот такой вот самой обычной объемной коры, через час получается вот такая вот, друзья, посмотрите, какая прелесть. Округлая, и по своим характеристикам она просто обалденная по плане влагоемкости, влагоотдачи для корней орхидеи в сочетании вот с мхом сфагнумом, даже и без мха сфагнума хорошие результаты. Ну, вот такой вот результат получается. То есть орхидеи откликаются на эту кору, ну, просто обалденно. Начинают расти, где тут мы видели, вот, начинают расти прям сразу же после пересадки. Даже не замечая этих пересадок, это вот очень-очень прям вдохновляет. И мы в ближайшие прям вот дни вместе с вами пересадим еще несколько орхидей. У меня уже задумки есть. У нас с десяток вот этих вот кашпо. С десяток кашпо. И мы пересадим. Но уже мох будем немножко другой использовать. Ну, в общем, посмотрим. В общем, вот так, друзья. Вот такой вот результат. Значит, что еще хотел сказать по поводу... Вот это 2 недели назад мы ее пересадили. И первый полив был буквально у нее 3 дня назад, когда я с юга приехал, и был полив опрыскиванием. То есть я ее просто сверху опрыскал по периметру. Ну, я показывал видео, было несколько дней назад, где я показывал, рассказывал, что воду отключили у нас. И я купил самую обычную воду в магазине, бутылизированную. И вот ей быстренько пробежался всю свою коллекцию. Буквально потратил, ну, не 5 литров, я как говорил, но вот где-то 8 литров у меня ушло на всю мою коллекцию. И вот я несколько дней, 3 дня назад это сделал. И вот до сих пор орхидеи у меня стоят, я еще не поливал. Я буду поливать их прям через пару дней. То есть того опрыскивания мне очень-очень хватило вот на 4-5 дней примерно вот того полива. И вот первый полив был как раз вот этот вот опрыскивание. То есть орхидеечка вот в таком вот, друзья, Восточный экспресс 2 недели назад с вами ее сюда засунули. Вот такая вот красотка. Все, друзья, а если есть еще какие вопросы по поводу варенки, вот, что да как, я сниму отдельно подробное видео. Вот, но вот основные вопросы спрашивали, как ее варить. Все очень просто. Да, еще момент такой, сварили ее нужно просто хорошо просушить, разложить где-то одним слоем в хорошо проветриваемое помещение, можно даже на солнце, сейчас весна. И вот просохнет эта кора, и все, и ее можно использовать, применять и все такое. Да, и еще перед варкой обязательно кору нужно просто в проточной воде прополоскать, то есть смыть с нее вот эту пыль, грязь, все такое прочее. И все, друзья, и орхидеи оценят ваши посадки в эту обалденную кору. Все, друзья, всем пока.